Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И в сегодняшнем моем мастер-классе мы сделаем с вами две заколочки, сделанные по одному рецепту, но такие разные между собой. Украшения на заколке «Автомат». Обратите, пожалуйста, внимание на эти заколочки. Какие они разные, как день и ночь, как небо и земля. Одна из них в черном цвете выполнена, а другая вот такая жгучая, яркая, красная, как острый чили перчик. Друзья мои, данная заколочка, которая выполнена в черном цвете, она, конечно, неспроста в моем видеоуроке, потому что я в основном пользуюсь яркими цветами. Но сегодня моя заколка участвует в эстафете «Украшения в черном», которое мне передала девушка и ее творческий канал Handmade Даша. Заглядывайте к ней на канал, и там вы найдете много прекрасной красоты из лент, фоамирана, фатина, заколочки, интерьерные цветы и так далее. Ссылка на ее канал будет в инфобоксе под моим видео. Передаю эстафету я. Летнее время, друзья, всем, кому я предложила принять у меня эту эстафету, они не отозвались, потому как, наверное, уехали на море или, может быть, на даче полят грядки. Ну, в общем, как-то так получилось, что пока что я не получила никакого ответа, поэтому я передаю свою эстафету тем каналам, из которых я черпаю свое вдохновение, и я их назову тоже в инфобоксе под данным видео. Эти каналы давно уже, конечно, перевалили от новичков в профессионалы, и там я много чему учусь, черпаю там вдохновение, и всем вам рекомендую тоже их посмотреть, и вы останетесь довольны. Ну, а эту заколку я так и вижу на какой-нибудь жгучей брюнетке или яркой блондинке, которая с летним платьем хочет приковывать к себе внимание окружающих, быть обаятельной и привлекательной. Итак, друзья, прошу любить и жаловать. Начинаем наш мастер-класс. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, сделаем вместе эту красоту. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Итак, друзья, для нашей элегантной черной заколочки нам понадобится заколка «Автомат». У меня длина моей заколочки 7,5 сантиметров, кусочек черного фетра, а также ленты шириной 4 сантиметра. Отрезок ленты черной атласной шириной 4 сантиметра и длиной 25 сантиметров. А также продублируем эту ленточку органзой аналогичной ширины 4 сантиметра и такой же длины 25 сантиметров. Когда мы отмерили две полоски одинаковые, мы должны сделать следующее. Для удобства я скреплю две ленточки английскими булавочками, чтобы ленты равномерно совместить друг с дружкой. Скалываю две ленточки между собой в нескольких местах и делаю небольшой косой срез. Около сантиметра будет наш срез. И скрепляю две ленточки. Склеиваю их между собой при помощи огня зажигалки. С другой стороны также срезаю в виде трапеции, получится у нас такая деталь. Для ровности можно воспользоваться пинцетом. Готова наша деталь, из нее мы сейчас будем делать вот такое вот ушко бантика. Таких деталек нам понадобится две, одну я уже приготовила, теперь вторую буду собирать на нить. Так, берем иголочку с ниткой в тон нашему бантику и берем отрезок с широкой частью вниз. закреплю нитку и соберу на нить наш отрезочек
с 3 сторон. Основание остается у нас свободным. Острый краешек вот здесь мы скругляем. Делаем такой полукруглый изгиб. Очень быстро делается такой бантик. Смело можно им украсить прическу вечернюю даже не только дочке, но и ее маме. Черный цвет, он всегда очень сдержанный, элегантный. И это классика. Убираем иголочки, стягиваем и получаем второе ушко нашего бантика. Вот что у нас получилось. Расправляем две сторонки наших ушек. И теперь будем собирать заколочку. Из черного фетра я под свою заколку автомата вырезала вот такую полоску с скругленными краешками. И теперь на термоклей буду приклеивать ее к заколке. Теперь приклеиваем ушки нашего бантика к самой заколке. И тут надо примерить свою серединку, какая будет у вас. У меня вот в данном случае это вот такая была брошка со стразами. Я убрала застежку и буду таким образом просто посажу на термоклей на свою заколочку. Может это быть и какая-то пряжка, страза красивая. Может это быть какая-то красивая пуговица, с которой можно вот откусить эту ножку. Ну, тут либо просто шнурок, полет фантазии вашей здесь ничем не ограничен. Так, мы намечаем серединку зрительно и приклеиваем по двум краям ушки нашего бантика. Осталось прикрепить нашу серединку. Вот такой вот элегантный черный бантик, украшение в черном, получился сегодня у нас с вами. Эта заколка такая сдержанная, подойдет она для взрослого, для украшения вечерней, возможно, какой-нибудь прически. И теперь хотела бы показать летний вариант такой заколочки. Из таких же деталей она сделана.
тоже из 2 лент. Лента органза красная в белый горошек шириной 4 сантиметра, и она продублирована красной атласной лентой, тоже 4 сантиметра. Абсолютно такой же отрезочек, и также мы с ним поступим. Прошьем его с 3 краев и соберем на нить. Уж очень я люблю горошек, и эта ленточка, долго она у меня лежала, и вот я решила найти применение. Сама заколка мне очень нравится. Так, я сколола иголочкой 2 ленты, сплавила их по краям при помощи огня зажигалки, и теперь собираю на нить, немножко скругляя вот эти вот краешки, чтобы получить такое волнистое ушко бантика. Для этой заколки, которую сейчас буду делать, я решила сделать не 2 ушка бантика, а 4, потому что заколка будет более крупная, бантик крупнее будет, ярче, и заколка автомат у меня побольше. Сейчас я измерю длину, скажу точно. Прошили, убираем иголочки и стягиваем нашу деталь. Закрепляем ниточку. Итак, 4 детали моего бантика. Абсолютно они одинаковые, готовы. И вот такая вот у меня заколочка автомат. Длина заколки 10 сантиметров. И воспользуюсь фетром красного цвета, полоской фетра. К ней это будет основа для того, чтобы подклеить детали нашего бантика. Основа готова для нашей заколочки. И ушки я буду клеить таким вот образом. Немножко одно от другого будет отстоять на несколько, около, наверное, полсантиметра, как вы сами захотите. Заколочка будет такая более объемная, более крупная. Клею сначала крайние ушки. Стараемся, чтобы было симметрично. Не торопимся.
Ну и осталось украсить нашу заколочку серединкой. Например, вот так вот. Или вот так вот. Сделаю вот такой вот стразу. Мне она нравится. И хочу показать способ, как можно лучше закрепить, используя проволоку, чтобы лучше зацепился клей за нашу стразу, и она не отскочила. Можно вот страза пришивная, здесь дырочки есть, и можно продеть в них проволочки, закрутить их. Лишнее отрежем. Вот такая очень яркая, нарядная, праздничная заколочка получается. Довольно крупная. Длина такого бантика 14 сантиметров. Можно украсить узел, хвост сзади на прическе. И вот такая поскромнее, очень элегантная заколочка в черном цвете. Длина бантика 10 сантиметров. Друзья, если вам понравились мои заколочки, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Делитесь этой красотой, полезным видео со своими друзьями в соцсетях. Буду рада очень новым друзьям, подписчикам. Пишите комментарии, делитесь своими советами. Всем очень рада и до новых творческих встреч. Пока-пока.